Сперма, ню, порно могут стать искусством. Да, все снято. И придумать что-то новое очень сложно. Он часто сопоставлял цветы и пенисы. Подруги умрут от зависти. Отвечу цитатой из Мао Цзэдуна. Чтобы плавать, надо плавать. Не долбите одно и то же. Высока вероятность, что этот шедевр будет не с вами в главной роли. Он дал обозримую форму всему тому, что стоит за ролевыми играми и нетипичными сексуальными предпочтениями. А что такого, собственно, в этом? Почему мы все так боялись изображения спермы? И, может быть, вы на этом станете знаменитым. Дерзайте. Привет, я Сева Галкин, продюсер, режиссер и фотограф. В этом видео я отвечаю на ваши вопросы, которые вы прислали мне после лекции о мужской фотографии. Какая фотография может считаться искусством? Что такое вообще искусство? Почему фотография со спермой, с членом может попасть в музейную коллекцию? Попадут ли туда фотографии красавцев из Инстаграма и Твиттера? Что вообще снимать, если все давно снято? Как перейти из разряда «я люблю фотографировать» в разряд профессиональных фотографов? Что такое вообще профессиональный фотограф? Ну и, наконец, лайфхаки. Итак, поехали. Точного определения, что такое искусство, нет. Есть очень расплывчатое определение, что это некий визуальный объект, который доставляет эстетическое наслаждение. Но это понятие настолько размыто, оно меняется от школы к школе, от страны к стране, от цивилизации к цивилизации, что точно сказать никто не может. Искусствоведы фиксируют что-то, что выделяется из ряда, что интерпретируется не просто и неоднозначно, а служит, например, проводником какой-то идеи, содержит новый посыл. Тут важно видение мира. Именно это видение концепции отличает мышление человека от искусственного интеллекта. Да, сперма, ню, порно могут стать искусством, если в них содержится что-то большее, чем желание вызвать возбуждение или спустить пар. Если это рассказ о новой жизни, о удивлении после первого сексуального опыта, месседж о раскрепощении, если это вопрос для зрителя, а что такого, собственно, в этом? Почему мы все так боялись изображения спермы? Это несет другой подтекст, и тогда это искусство. Или наоборот, как с миллионами однотипных фотографий из Инстаграма или Твиттера, с ухоженными, подкачанными модели без изъянов, которые демонстрируют достижения фармацевтической промышленности. Или как контрфаза, наоборот, посыл «я качаюсь натуральную, я не использую стероиды». Эти работы тоже срез того, что есть в обществе. У общества есть на это запрос, есть какой-то мыслительный процесс. И в этом контексте, да, такие фотографии тоже могут теоретически стать предметом музейной коллекции. Давайте рассмотрим пример теперь уже из классической фотографии. Роберт Мапплторп, фотограф в 70-х, 80-х годах XX века, стал одной из ключевых фигур движения за права в американском гей-сообществе. Он дал обозримую форму всему тому, что стоит за ролевыми играми и нетипичными сексуальными предпочтениями. А к концу своей жизни он фиксировал на фотопленку изменения своей внешности по мере развития у него СПИДа, болезни, которая в те времена отравила творческое сообщество Нью-Йорка. Искусствоведы отмечают два основных элемента в художественном языке Мапплторпа — провокационность и классичность. Эти два элемента слиты и напоминают канон средневековой иконы. Абстрактный фон, центральная композиция, уравновешенность изображения, а также обнажение сокровенного.
Но если задачей религиозной живописи было пробуждать в человеке смирение, то иконы Мэпплторпа несут иную идею. Они обнажают смысл его собственной философии. Важно отметить, что фотографии Мэпплторпа не изображают половые акты как таковые, а являются их реконструкцией, театрально подсвеченными на фоне бумажных студийных фонов. В рамках своей работы он часто сопоставлял цветы и пенисы, ставя их в равное визуальное основание. Когда-то ставшая предметом политической бури, фотография Роберта Мэпплторпа «Человек в костюме из полиэстера», снятая в 1980 году, была продана в 2015 году на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за неполные $500 000. Периодически меня спрашивают, на какую камеру лучше снимать. Хочу купить первую в своей жизни, но не знаю, какую выбрать. Исходите из своего бюджета. Посмотрите обзоры того, что есть на рынке. Сам я меняю камеру раз в несколько лет, только в том случае, когда у меня начинает выгорать матрица. Обычно в массовой фотографии люди делятся на никонистов и канонистов, соответственно, поклонников Кэнона и Никона. Как правило, это разделение происходит в момент покупки первой камеры. Со временем к ней покупаются дополнительные объективы, человек привыкает к предоставленной ему эргономике, расположению кнопок, меню, цветовой передаче. И дальше пользователь переходит на более продвинутую, более дорогую камеру, но в этом же бренде. Как по мне, это все не имеет никакого значения. Снимайте на то, что у вас есть. Учитесь пользоваться теми инструментами, которые вам доступны. Учитывайте их особенности. Фотография — это прежде всего голова, мысли самого фотографа. Картинка прежде всего должна возникнуть в воображении автора, а потом уже реализоваться на пленке или на матрице фотоаппарата. В YouTube можно найти интересные эксперименты, когда именитым, востребованным фотографам, в том числе и тем, кто принимал участие в разработке последних моделей профессиональных камер, давали в руки самые дешевые мыльницы. И за 2-3 часа они должны были показать свое мастерство. Они справлялись, и у них получались удивительные кадры. Когда я был начинающим фотографом, более опытные коллеги шутили, что фотографию можно сделать и на спичечный коробок. Теоретически это правда. Внутрь на заднюю стенку прикрепляется пленка, в противоположной стенке делается маленькое отверстие. Собственно, это и есть устройство фотоаппарата. Придется, конечно, попотеть с выдержкой и поймать нужный размер отверстия в стенке коробка. Может быть, кого-то из вас эта идея вдохновит, и вы изобретете новые средства съемки, ваши снимки будут абсолютно уникальными, и, может быть, вы на этом станете знаменитым. Дерзайте. Вопрос от пользователя YouTube. Как пройти путь от «я люблю фотографировать» до профессиональной фотографии? Ведь наверняка все уже снято во всех ракурсах. Отвечу цитатой из Мао Цзэдуна. «Чтобы плавать, надо плавать». Реальная цитата это или нет, неважно. Важна суть. Хотите фотографировать, просто фотографируйте. Формально говоря, что значит профессиональный фотограф? Это фотограф, который получает за свою работу оплату. Навряд ли человек, который задавал этот вопрос, вкладывал этот смысл, как начать получать деньги за свои фотографии. Это совершенно другая тема, и я готов о ней поговорить в другой лекции. Кроме того, это все относится к маркетингу, продвижению и так далее. Мне кажется, человек хотел узнать, как вырасти ему, как художнику, как автору, как начать снимать интереснее, условно говоря, кликабельнее, более лучше. С момента появления фотографии в 1839 году за нее сразу схватились ремесленники. Несмотря на то, что
Изначально это было искусство, адаптировавшее новую технологию. Фотография — это документ. И в первую очередь это портрет. И это то, что можно было продавать как услугу. С тех пор фотография так и разделилась на два больших лагеря — ремесленников и художников. В лагере ремесленников очень быстро появляются свои каноны. Но развивалась фотография не за счет канонов, а за счет ошибок, зачастую за счет так называемых любителей, за счет именно нарушений, незнания правил. Ошибки — это залог продвижения и развития. Выбирайте, с кем вы хотите быть, с ремесленниками или с художниками. Теперь ко второму вопросу, ведь наверняка все уже давно снято во всех ракурсах. Отвечу: да, все снято. И придумать что-то новое очень сложно. Но начните с подражания, с цитирования кого-то. Все начинающие фотографы через это проходят. Не нужно дословно повторять, нужно развивать. Можно кем-то вдохновиться и искать свой стиль. Первое. Анализируйте свои фотографии, сортируйте свой архив. Выбирайте лучшие кадры, складывайте их в отдельную папку. Не плодите бессмысленные терабайты снимков, которые наверняка никто никогда не посмотрит. Ищите, что вам не нравится, а какая ошибка, наоборот, может стать вашей визитной карточкой. Не долбите одно и то же. Попробуйте сделать шаг в сторону, не бойтесь. Важно не только то, что вы показываете, но и что не показываете. Не утомляйте зрителя бессмысленными дублями. Тем более, если вы хотите представить свою съемку профессионалу. Отнеситесь к нему с уважением, если хотите услышать от него совета. Совсем недавно, лет 20 назад, у фотографов в одной катушке было от 10 в среднем формате до 36 кадров. Каждое нажатие на кнопку спуска стоило для фотографа $1. Поэтому они лелеяли, буквально просчитывали кадр. Каждый кадр. Подумайте об этом. Попробуйте и вы отнестись к своим съемкам более осмысленно. Не поливайте просто так, не будьте щелкачом. Важно заранее понимать, чего ты хочешь увидеть на снимке. Придумайте сюжеты, ракурсы съемки еще до входа в студию или до условного входа в вашу воображаемую студию. Кто-то считает, что массовое проникновение цифры привело к кризису фотографий. Произошел переизбыток имиджей, в которых уже никто никогда не сможет разобраться. Вопрос спорный. Жизнь всегда права, и она обязательно нас куда-то приведет. Так что дерзайте, снимайте. Существует расхожее представление о том, что стоит завести себе бойфренда профессионального фотографа, как у вас появится миллион роскошных фотографий, и подруги умрут от зависти. Что более реально, это время от времени у вас будет появляться случайная фотография, снятая на смартфон, потому что ему понравился неожиданный ракурс, игра света, комичность какой-то ситуации, и он хочет сохранить эту идею как черновик для будущего шедевра. Но высока вероятность, что этот шедевр будет не с вами в главной роли. Другой вопрос, если ваш парень увлекается фотографией как хобби. В таком случае, да, все выходные, поездки вы будете главной музой и будете завалены терабайтами фото, среди которых, по закону больших чисел, может оказаться шедевр. Тут сложные... Первая часть, вот эта, она самая зубодробительная. Сперма, порно. Блядь, пиздец. Так. Тебя ровно для этого и посадили, чтобы ты смотрел на меня и восхищался. По-моему, много хуйни. Но я вырежу, наверное, потом на монтаже. Да похуям, ладно, в пизду. На это 10 минут? Блядь, какой длинный текст, ёб твою мать. Нет, все, поехали. Пишет...
Друзья, надеюсь, что-то из этой лекции для вас оказалось полезным и что-то вас вдохновило. Призываю вас усложнять свои съемки. Хватит снимать на фоне штор, будьте амбициозными. Ищите свою уникальность, ищите свою счастливую ошибку. Теперь вы знаете, что это такое. Пишите ваши мысли и вопросы в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи!